Этот день важен как напоминание о тех событиях XX века, которые, как и мировая война, не должны повториться никогда. Ведь политические репрессии носили в Советском Союзе настолько массовый характер, что их можно назвать геноцидом. На 20 гектарах полигона «Коммунарка» под Москвой только за 2 года, 37-й и 38-й, было расстреляно и захоронено около 11 тысяч человек. На сегодняшний день установлены имена только 5 тысяч. Не менее 20 тысяч человек расстреляны на Бутовском полигоне. Установлены имена 3 тысяч. Больше всего здесь погребено крестьян из окрестных подмосковных деревень, часто арестованных по надуманным поводам по статье «Контрреволюционная агитация». Порой расстреливали целыми семьями, чтобы выполнить страшный план разнарядку. В Томске в районе Каштачной горы расстреляно и захоронено более 40 тысяч человек. Известны имена лишь немногих из них. В Собачьей пустоши под Петербургом в районе станции Токсово расстрелы происходили с конца 20-х годов и вплоть до начала Второй мировой войны. Там захоронены останки как минимум 30 тысяч человек, но доступ на территорию артиллерийского полигона по-прежнему закрыт. В шахтах Золотой горы в Челябинске до сих пор лежат неопознанные останки как и минимум 12 тысяч человек. При этом места захоронений еще 20 тысяч репрессированных за годы Большого террора на Южном Урале неизвестны. Не менее 8,5 тысяч человек расстреляны во время террора 37-38 годов в Оренбургской области. Приговоры приводились в исполнение в здании областного управления НКВД и на дачах НКВД, а тела закапывались рядом в городском парке в Зауральной роще. В урочище Сандармох в Карелии найдены останки 7 с лишним тысяч человек, узников Соловецкого лагеря особого режима, жителей Карелии, заключенных и спецпереселенцев Беломоро-Балтийского исправительного трудового лагеря. Рядом с поселком Пивовариха под Иркутском в начале 30-х годов был организован подведомственное управление НКВД «Совхоз», а в 1937 году внутри совхозной территории устроили спецзону, где стали хоронить расстрелянных по приговорам троек жителей Иркутска и его окрестностей. Здесь захоронены около 15 тысяч человек. В наши дни в поселке во время огородных работ местные жители до сих пор находят человеческие кости, обувь и пуговицы. В районе железнодорожной станции Левашова в Петербурге с лета 1937 года по 1954 были захоронены как минимум 40 тысяч человек, расстрелянных в городе и области по приговорам судебных и внесудебных органов по политическим мотивам. Это всего лишь несколько примеров, а таких тысячи, сотни тысяч. Никто до сих пор не знает не только имен, неизвестны чаще всего и места захоронений. Неизвестно даже точное число жертв. Как полагают исследователи, сегодня по политическим мотивам было репрессировано не менее 11 миллионов человек, убиты не менее миллиона. Эта цифра сопоставима с численностью населения европейской страны. Такова цена, которую заплатила наша страна за коммунистический эксперимент. Статистика, как правило, не включает прямых и косвенных жертв коллективизации и раскулачивания, принудительных переселений и других форм террора, а также жертв Голодомора, который был не только в Украине, но и на Северном Кавказе, в Поволжье, Западной Сибири, Юге Центрально-Черноземного района и на Урале. Жертвами репрессий становились представители всех социальных слоев и групп населения. Не только те, кто был убежденными противниками власти, но и члены их семей, даже дальние родственники, и не совершившие ничего контрреволюционного, антисоветского, так называемые классовые или социально чуждые элементы по признакам национальности, происхождения, религиозной принадлежности, наличию родственников за рубежом. Арестованным за шпионаж в пользу сразу нескольких иностранных разведок, диверсии, вредительства мог оказаться каждый, независимо от взглядов и занимаемого положения. Все это так или иначе коснулось предков большинства из нас, современных граждан России. Но я хочу сказать не о том, что было тогда, а о том, что происходит с памятью о тех событиях сегодня. День памяти жертв политических репрессий в России впервые был официально установлен 30 лет назад. В 1991 году в память о первой организованной массовой голодовке узников мордовских и пермских лагерей в знак протеста против практики арестов по политическим мотивам и бесправия. Правозащитники всегда подчеркивали, что это не только день памяти обо всех безвинно погибших, но и день борьбы за человеческое достоинство, за интеллектуальную свободу, день борьбы с произволом и насилием. Спросите простых аполитичных людей, что для них значит эта дата. Большинство о ней не слышало.
Люди отмахиваются, не хотят думать об этом. Многие говорят, ну да, были репрессии, и что, времена такие были сложные, часть нашей истории, но зачем теперь об этом говорить? Немало и тех, кто скажет, документы все фальшивки, массовых репрессий не было вовсе, это выдумки наших врагов и предателей Родины, очернение светлого советского прошлого проплаченными агентами. И даже такие есть, кто оправдывает сталинские репрессии. По их словам, это было нужно для сохранения и укрепления страны. Этими жертвами построили великую державу, которая смогла выиграть войну, и так далее. Вот такой разброд мнений, а в итоге полное отсутствие исторической памяти. Мы уникальная нация. Пережить геноцид менее чем 100 лет назад и забыть, смириться, а то и гордиться этим. Кто мы после этого? Почему так происходит? И какова в этом роль государства? Почему на накачивание культа Великой Победы находятся любые средства, а память о жертвах сталинских репрессий сдвигается в дальний угол? Архивы до сих пор закрыты, что позволяет разным демагогам и пропагандистам оспаривать факты этих массовых репрессий. Любая попытка поднять вопрос об открытии архивов жестко пресекается. А независимые исследователи и организации, которые по крупицам пытаются собрать и опубликовать информацию о репрессиях, подвергаются преследованиям и признаны иностранными агентами. Где Государственный институт национальной памяти? Где экскурсии школьников в соответствующие музеи? Почему это есть в странах Восточной Европы, пострадавших от коммунистических репрессий в меньшей степени, чем мы, а у нас нет? Почему власти считают, что про Бухенвальд и Освенцим надо помнить, а про ГУЛАГ не надо? Это что, не патриотично? Ответ простой. Это выгодно тем, кто у власти в России сегодня. То, как пропаганда подает сталинскую эпоху, кто-то очень точно назвал ползучая реабилитация сталинизма. Постепенно внушается идея, что с обществом заключен некий договор об обмене. Какие-то непонятные права и свободы на величие страны. Разумеется, внушается, что величие важнее. И, конечно, необходим создатель и гарант этого величия, сильный лидер и вождь нации, непогрешимый и всеми любимый. Те, кто против, это предатели, таких надо сажать. А если в репрессивную машину попадает даже не предатель, а случайный человек, не страшно. Лес рубят, щепки летят, как говорил их товарищ Сталин. Страшно, что в России многие искренне так думают и считают. Очень страшно. Да, к слову, надо заметить, что впоследствии под раздачу попадали и те, кто организовывал эти самые репрессии, они сами становились их жертвами. Как скоро мы услышим фразу, подобную «Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка при запуске нового витка репрессивной машины», это всего лишь вопрос времени. Режим паразитирует на советских шаблонах, которые еще крепко сидят в массовом сознании. Путину и его окружению выгодно потакать в обществе самыми низменными инстинктами. Это стадное чувство, шовинизм, раболепие перед властью, стукачество, нетерпимость к инакомыслящим, презрение к политическим свободам и животный страх. Надо сидеть тихо, как бы вот что ни вышло. Все, что культивировалось при Сталине и его последователями. Вот почему о репрессиях и их жертвах в современной России как-то не принято говорить. Поэтому особо надо ценить тех, кто, несмотря ни на что, помогает сохранить историческую память. Труд этих людей не менее важен, чем современный политический активизм и борьба за освобождение политических заключенных, которых в нашей стране с каждым днем становится все больше. Возможно, вы думаете, что репрессии — это только про прошлое или про вероятное, но отдаленное будущее. А сейчас касаются лишь маленькой группы активистов, которые знают, на что идут. Это не так. Народ, который плюет на память замученных сталинскими палачами, по факту одобряет пытки и издевательства в сегодняшней российской уголовной исполнительной системе. И в итоге получает суды, в которых, как и в сталинских внесудебных тройках, процент оправдательных приговоров близится к нулю. Нужно помнить, чтобы 1937 год не стал вновь реальностью. И нужно помнить, чтобы не было «можем повторить», а было «никогда снова».